Христос воскресе! Хотел бы всех вас сердечно приветствовать на Красной площади в день, когда мы вспоминаем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это были святые люди, служители Церкви Божией, но одновременно они совершили, можно сказать, подвиг огромного культурного значения. Они создали для совершенно безграмотных славян в то время азбуку, алфавит, а затем на основании этого алфавита и грамматику, и язык. Другими словами, эти люди открыли возможность для славянских народов приобщиться к знаниям, а значит, радикально поменять свой культурный статус, свое культурное положение. И мы знаем, что из довольно таких агрессивных, замкнутых в самих себе племен, славяне стали народом высокой культуры, открытой к миру. И, может быть, наиболее ярко этот потенциал, заложенный святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, раскрылся в истории нашего народа, многонационального, достигшего очень больших высот в своем культурном, научном и в образовательном и иных областях жизни. Вот мы вспоминаем этих людей, действительно героев духа, оставивших совершенно особый след в истории славянских народов и в истории нашего народа, конечно. Я рад тому, что День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стал как бы общим праздником, не только церковным. И в самом деле, ведь одно только воспоминание о том, что сделали эти два брата для культуры славянских народов, не может оставить внимательного наблюдателя безразличным. Их можно сравнить с первопроходцами, с теми, которые открывали континенты, открывали заморские земли, а они для нас, для нашего народа и для других славянских народов открыли сокровищницу знаний. И замечательно, что память о них сегодня, как я уже сказал, не только в церковном календаре отмечена, но и государство наше содействовало тому, что этот день стал всенародным праздником. Я всех вас сердечно приветствую с этим днем, поздравляю. И дай Бог, чтобы подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия актуализировался в нашей жизни. Наш народ способен на творчество, на развитие, на новые открытия. И совершенно уверен я, что нас еще ждет много великих свершений. Самое главное, что только требуется от нас, мы не должны терять своей культурной, как теперь говорят, идентичности. Мы не должны терять самих себя, своего национального и религиозного самосознания. Мы должны оставаться народом с мощным духовным и культурным потенциалом. И если так, то перед Отечеством нашим, несомненно, откроются новые перспективы, в том числе созидание культурной жизни, успехов в науке, в искусстве и, как результат, несомненно, укрепление авторитета России в мире. Молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия да хранит Господь землю русскую, наше Отечество и всех тех, кто готов трудиться в культурном поприще, продолжая великую миссию святых равноапостольных братьев. С праздником вас поздравляю!